Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале Красота и Бисер. И сегодня я вам предлагаю выполнить великолепный, простой и легкий браслет на любой цвет, на любой вкус, под любой наряд. Я выполнила специально для вас 3 штуки, чтобы вы могли определиться, если вам понравится хоть какой-то из этих браслетиков. Янтарный браслетик смотрится великолепно и может служить под любой наряд и под любой случай. Жемчужный браслетик, он более нарядный, более такой изысканный и праздничный. И красивые ягодки с летом вас. Так что, если вам понравился хоть какой-нибудь браслетик, подписывайтесь на канал и приступим их выполнять. Для жемчужного браслета я брала бусины 6 миллиметров, стеклянные, они немножко кремового цвета, не чисто белые, и бисер золотой чешский. Для янтарного браслетика я брала бусины янтарного цвета, такого светло-коричневого, и граненые 5 миллиметров. И бисер брала золотой, но немножко другого оттенка. А для красного браслета, на котором я покажу, как я его делала, бусины 5 миллиметров, красные обыкновенные и бисер чешский темно-красный. Понадобится еще застежка, у меня карабинчик с сердечком, с петелькой, и браслет плетется в 2 иглы. Берем 2 иголочки, которые мы одели на каждый конец нити. Мононить я взяла 2 метра. Я люблю, чтобы вернуться вперед и во второй ряд назад одной нитью, не добавляя новую. Если для вас это не проблема, нитка путается, берите ниточку поменьше. И беру колечко и завязываю на середине ниточек 2 узелочками. Вот так, раз. И потом второй раз. Теперь на каждую иголочку одеваем по 3 красных бисерины. 3, и делаем перекресток в красной бусинке 2 игл. Вот так. Снова набираем на одну иголочку 3 бисеринки, на вторую 3 и бусину. И в этой бусине делаем перекресток, то есть правой иглой я в нее возвращаюсь. Подтягиваем к плетению. И у нас получается вот такие 2 мотива. И так идем до конца ряда. Этим ходом 3 красных бисерины, 1 бусина, в которой перекрещиваем иглы. Я для себя набрала 27 бусин. Не знаю, правда или нет, говорят, нечетное число открывает путь. Так что пусть все дороги будут открыты и у вас тоже. И в конце я набираю на одну иголочку 6 бисеринок и набираю карабин с петелькой вот так и прохожу назад в бусинку. И получается карабинчик с петелькой прикреплен. Вот так. А второй иголочкой я прохожу вот так 3 бисеринки из 6, пропускаю карабин и в следующие 3 и в бусину назад. Вот так. И когда мы все это подтянем, у нас получается карабинчик будет закреплен на середине петельки. Вот так, видите, и не будет двигаться.
Теперь я вот так браслетик поворачиваю, чтобы карабинчик был у меня слева. И ниточкой, которая идет снизу, видите, на эту иглу я одеваю 5 бисерин. И прохожу в следующую бусину сверху вниз, вот так. Бисерины не трогаю. И у нас наши 5 бисерин ложатся перепоночкой между двумя бусинками. Набираю снова следующие 5 бисерин. 5. И в следующую бусинку вот так прохожу сверху вниз иголочкой и подтягиваю. Вот так. Итак, идем до конца браслетика, делая перегородочки между бусинками. А второй иголочкой я вот так поворачиваю на изнаночную сторону само плетение. И если вы хотите, чтобы он был двухсторонний, с этой стороны также можно по 5 набрать, и будет любая сторона. Но мне хотелось для себя, чтобы к телу было гладким. Поэтому я просто прохожу в 3 бисерины, их здесь хорошо видно с изнаночной стороны, и в бусину вот так. То есть закрепляем плетение еще таким образом. И теперь в эти 3 бисеринки и в бусину. И так я прохожу второй иглой рядом с первой, чтобы они вместе закончились одновременно. Прохожу по всем бисеринам и бусинам второй раз. И плетение более-менее укрепляется. Он тогда немножко плотнее, хотя это и необходимо. Он и так красивый и нежный. Итак, идем до конца. В конце ниточки завязываем узелочки и завязываем. У нас застежки уже прикреплены в процессе плетения. Так что, если вам понравились эти браслетики, легкие, быстрые, просто плетутся, не забудьте подписаться, кто не подписан. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новом видео.